Продолжаем говорить о футболе на Вестнике Кавказа. В студии по-прежнему Гия Саралидзе. Как и обещал, сейчас поговорим о тех матчах товарищеских, которые состоялись в минувшие выходные. О первом матче мы уже поговорили. Россия-Уругвай, ничья 1-1. Начну с того, как сыграли наши соперники по группе. Чехия обыграла сборную Израиля со счетом 2-1. Барыш уже на 17-й минуте, можно сказать, ветеран уже сборной Чехии, открыл счет с пенальти. 1-0 повели, но потом Шехтер на 45-й минуте сравнял счет. И уже только в конце самого матча Лафата забил победный мяч для сборной Чехии. В общем, такая, с одной стороны, заслуженная, безусловно, потому что чехи переигрывали на протяжении всего матча Израиль победа. С другой стороны, она такая довольно трудная, потому что при счете 1-1, тем более его пропустили чехи в конце первого тайма, во втором бросились забивать, довольно много моментов создавали, хотя и потрудились они над обороной Израиля, но вот все-таки в конце забили. Такое двойственное впечатление от этого матча. С одной стороны, чехи явно были сильнее Израиля и играли в такой неплохой футбол комбинационный, но с другой стороны, вот что-то выдающегося, того блеска, который отличалась эта сборная в былые годы, я, честно говоря, пока не вижу. С другой стороны, это товарищеский матч. Возможно, что во время чемпионата Европы мы увидим какую-то другую сборную Чехии, более мотивированную, более агрессивную и более креативную, чтобы я сказал. Пока этого не видно. Сборная Польши также с минимальным преимуществом обыграла Словакию 1-0. Перкис на 30-й минуте забил единственный мяч поляков. Вообще поляки выглядят такой командой, которая будет явно играть от обороны, хотя у них в нападении есть и Блащиковский, и Левандовский. Эти ребята умеют играть в нападении, умеют забивать, хотя в этом матче вот они не отличились. Но, видимо, все-таки команда будет делать ставку на такую очень серьезную игру от обороны. Здесь вот как раз, когда мы говорили о сборной России, о том, что очень важен матч с Литвой, вот как раз он важен с точки зрения, наверное, того, как надо будет играть с командой Польши. Похожи эти сборные чем-то, Литвы и Польши. Они такие атлетичные, они умеют играть в обороне, очень дисциплинированные. Поэтому, на мой взгляд, как раз выбор вот такого спарринг-партнера очень правилен. И вот здесь как раз очень хотелось бы посмотреть, как команда России, сборная России сможет вот с такой обороной справляться. Потому что вот в случае с поляками, мне кажется, нам придется столкнуться вот с такой лавинированной обороной польской, довольно жесткой, довольно такой атлетичной. И здесь надо будет играть через боль в том числе, потому что хозяева турнира там особо церемониться не будут, тем более, что всегда хозяева рассчитывают на некую благосклонность судей все-таки. И она присутствует всегда по отношению к хозяевам. Так что им всегда позволяется чуть больше на поле, чем всем остальным. Единственная команда из нашей группы, которая не одержала победу, это Греция. Она сыграла со Словенией в ничью 1-1. Хотя уже на 8-й минуте Тарасидис открыл счет. Куртич на 87-й сравнял. Хотя греки выглядели получше словенцев. Но опять-таки команда, несмотря на то, что сменился тренер, стал португалец, но вот те отгласы, приветы от Тотто Рихагля, они остаются. Команда играет от обороны, опять привет сборной России, которой придется играть с этой командой. Команда Греции очень жесткая команда. Даже в товарищеском матче было удаление за грубость. Поэтому, скорее всего, достанется нашим полузащитникам и нападающим от греков серьезно. Поэтому нужно настраиваться на эту игру, понимать, как все будет происходить. Вообще греки выглядели, честно говоря, хотя они пропустили этот гол от Словении, но команда выглядела так, что если она уж забивает, то забить ей будет очень тяжело. Очень вязкая, очень неприятная команда. И вообще вот эти все восторги по поводу того, что нам досталась легкая группа, они как-то
как-то уходят с тем, как приближается начало чемпионата Европы. Ну, очень такие соперники, действительно, все довольно вязкие, которые не умеют не давать играть. Честно говоря, ну, мне как болельщику хотелось бы увидеть, конечно, другие игры на чемпионате Европы, такие как там, на прошлом чемпионате Европы с командой Швеции, с Голландии за сборными. Но это совершенно другие сборные, они совершенно другой исповедуют стиль, и с ними, наверное, и играть приятнее, может даже и проигрывать приятнее, чем тем командам, о которых я сейчас рассказывал. Но ничего не поделаешь, играть все равно придется именно с этими командами. Другое дело, что, ну, судя по тому, что показала Россия с Уругваем, мне кажется, все-таки сборная Адвоката просто, ну, мастеровитее. Команда более высокого класса, нежели вот те сборные, о которых я говорил и которые видел. Игры. Из тех игр, которые еще состоялись, товарищи, выделю отдельно, конечно, проигрыш сборной Германии, моей любимой сборной Германии, которую я все время напропалую хвалю, в том числе и на Вестнике Кавказа. Вот они умудрились проиграть сборной Швейцарии со счетом 5-3. Не знаю, что случилось в данном случае с командой Германии. Ну вот накануне чемпионата Европы, я думаю, некоторые болельщики немецкой сборной, да некоторые все, наверное, все-таки дрогнули. Понятно, товарищеская игра, понятно, что не тем составом, наверное, который будет основным, играла сборная Германии, но все равно поражение с таким счетом как-то неприятное и навевает какие-то неприятные мысли. Испанцы обыграли сербов со счетом 2-0. Дания проиграла Бразилии по всем статьям 1-3. Там Халк, нам хорошо известный, забил 2 мяча. Голландцы неожиданно проиграли болгарам 1-2. Англичане за счет единственного мяча, который Янг провел уже на 9-й минуте встречи, обыграли норвежцев. Ну, честно говоря, я старый поклонник сборной Англии, но меня английская сборная, как только все дело доходит до каких-то чемпионатов мира и Европы в последнее время, она не впечатляет. Посмотрим. Была прекрасная сборная в отборочных циклах. Посмотрим, что будет с новым тренером теперь на чемпионате Европы. Ну, честно говоря, вот сменить тренера прямо перед чемпионатом Европы, такого еще как известный итальянский специалист Капелло, ну, я не знаю. Думаю, что на пользу это сборной не пойдет никак. Ну, португальцы также сыграли ничью с македонцами 0-0. Тоже еще одна сборная, которая, как только дело доходит до каких-то важных турниров, что-то теряет в своем блеске. Хотя сказать, что Португалия провела хороший отборочный цикл, не скажу. Пришлось через таковые матчи сборной пробиваться. Неоднозначно все было для нее. Ну, посмотрим. Впереди ждут нас еще товарищеские матчи. Будем следить за всеми и нашими соперниками, естественно, да и вообще за всеми сборными, которые выйдут на поля Украины и Польши. Единственное, о чем еще хотелось бы сказать, завершая эту нашу программу, буквально сегодня пришла новость о том, что предъявлены обвинения игроку сборной «Зенита», ну, в том числе игроку сборной «Зенита» Даниэле Кришета, он же игрок сборной Италии, в том, что он якобы принимал участие в каких-то договорных матчах. Обвинение очень серьезное. В Италии с этим делом борются, как вы знаете, серьезно. Санкции могут быть самые серьезные. Не знаю, как это скажется сейчас на готовности сборной Италии. Сам факт, что вдруг прямо перед чемпионатом Европы, когда остается там чуть больше недели до начала игр, вдруг возникает этот вопрос и трясти начинают в том числе и сборную Италии, ну, в общем, говорит о том, что как серьезно в правоохранительных органах Италии относятся вот к таким делам. Мы обязательно будем следить за событиями вокруг этого, потому что пока информации очень мало. Обязательно обсудим с вами и в Вестнике Кавказа. Следите за нашими публикациями, не только видео, но и текстовыми. Оперативно мы будем вас знакомить с той ситуацией, которая будет складываться вокруг сборных, которые будут принимать участие в чемпионате Европы. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Гия Саралидзе, и до новых встреч.